Приветствую, друзья! Познакомившись с современным образцом полноразмерных закрытых наушников в лице Blond B60, предлагаю окунуться и в немного иную стихию – открытые наушники. В качестве их представителя у меня имеются Tripavin H1. Это тоже довольно серьезный производитель внутриканальных решений, пробующий свои силы в полноразмерном форм-факторе. Вкратце, у Tripavin получилось нечто просто потрясающее. То, что реально хочется слушать, и то, чему я отдаю свое предпочтение на конец 2021 года. Реально круто сделали, однако не будем забегать наперед. Поехали! Пришли наушники в обычной коробке из переработанного картона с надписью Tripavin. Комплект тоже, можно сказать, друзья, спартанский. Внушительный такой чехол из кожзаменителя и 1,5-метровый матерчатый кабель с прямым металлическим джеком на 3,5 мм. Коннекторы тут, кстати, тоже на аналогичных же джеках 3,5 мм. Насколько знаю, такой вид кабеля довольно-таки распространен, так что заменить его не составит вообще никакого труда, в том числе и на балансную версию. По сопротивлению аппаратура показала значение его равным 0,66 Ом, что на фоне общего сопротивления наушников более-менее терпимо. То самое сопротивление у модели составляет 32 Ома, а чувствительность 105 дБ на милливатт. Сами наушники выполнены в виде открытой полноразмерной конструкции с очень удобным прилеганием к голове. Оголовье здесь однородное, с мягкой внутренней частью, обтянутой кожзаменителем, и увеличением на двух металлических рельсах. Выглядит все очень надежно. Чашечки же наделены двумя здесь степенями свободы со смещением где-то плюс-минус 30 градусов в каждую из сторон. Амбушюры, очевидно, что съемные. И несмотря на то, что они полностью обтянуты кожзаменителем, каких-либо проблем с использованием наушников я лично не заметил. Уши в них не потеют, места внутри полно. И в отличие от Blond B60, конструкция хорошо фиксируется на голове и никуда ничего не тянет. Внешняя их часть имеет огромное число прорезей, сквозь которые виден какой-то пенный материал. В центре же красуется логотип компании Tripavin. А на нижней части расположились 3,5 мм коннекторы для подключения кабеля. Еще раз, выглядит модель просто фантастически, сидит удобно. Да и все соединяющие элементы тут исключительно металлические. Мне модель очень нравится. В качестве излучателей заявлены 50-мм динамики с углеродно-полимерной диафрагмой. Каких-либо других подробностей по ним я, друзья, не нашел. Левый, правый помечены у нас изнутри. Вот так вот, собственно, это все и выглядит. Для получения графиков я использовал свой аудиоинтерфейс Moto M4, измерительный микрофон Behringer ECM 8000 и соединительный XLR кабель от KNR. В результате мы получаем нормальный средний импульс и искажение в пиках, достигающие около 0,4%. То, что ниже 100 Гц, мы не считаем, но и там в пике было где-то 1%. Фаза ведет себя вполне естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют в минимумах 79 и 99 миллисекунд с вполне допустимыми возмущениями. Настройка же АЧХ здесь довольно близка к линейной, но с некоторыми оговорками. Низкие частоты постепенно возрастают до 1 кГц, затем идут 3 пика на 4, 5,5 и 9 кГц с минимумами на 5 и 7 кГц. Не знаю, с чем может быть связана подобная настройка. Вероятно, сказывается открытость конструкции и особенности моего измерительного стенда. Но получилось вот так. Сравнить мне полученный мой результат просто не с чем. По звучанию же Tripavin буквально сразу указывает всем имеющимся у меня под рукой закрытым наушникам, где, собственно, находится их место. Настолько чисто, прозрачно и просто невероятно естественно, словно я нахожусь на концерте любимого исполнителя, или непосредственно в студии на момент записи. Все мельчайшие нюансы, прямо как на ладони. Каждый тембр имеет свой объем и фактуру, а сцена превосходно проработана как в ширину, так и в глубину. Отчего даже сложная оркестровая музыка читается в данных наушниках просто сногсшибательно. Как и мультиинструментальный джаз и что-то другое, не менее академическое. Слушается это круто, но есть одно но. В связи с открытой конструкцией нам отлично все, что происходит вокруг нас, а окружающие тоже вынуждены наслаждаться нашей музыкой. Что сильно ограничивает модель в применении. Метро, общественный транспорт, да даже такси, скорее всего, нет. Только дома, когда ты один, никто тебе не мешает, и ты никому не мешаешь. На студиях, как вы, наверное, догадываетесь, толку от таких наушников тоже исчезающе мало, поскольку все из них попадает в микрофон. А это как раз
то, что лучше избегать. А следовательно, эта модель для такого эгоистичного меломана, который может себе позволить вкушать труды любимых музыкантов наедине с самим собой. А как звучат здесь струны духовые, это вообще, друзья, просто нечто. Четко, выразительно и просто идеально чисто. Баса лично мне немного не хватило по амплитуде, однако к его качеству никаких вопросов нет. Глубокий, с просто превосходной прорисовкой текстур. В ритм-секцию мне тоже хотелось добавить чуток массы, однако сам звук тут просто обворожителен своей техничностью, выразительностью и при этом приятной естественной мелодичностью. Вот реально создается ощущение полного присутствия. Кстати, если закрыть внешнюю часть чашечек, создав при этом закрытую конструкцию, то звук при этом становится куда басовитее, при этом качество не особо-то и проседает. То есть, сделая Триповин такие же наушники в закрытом корпусе, они все равно были бы круты. Вокал, как ему и положено, чуть выдвигается из трека, а аккомпанемент можно разложить на множество составляющих его плана, где каждый инструмент наделен собственным объемом и воздухом, чтобы можно было подробно исследовать все имеющееся музыкальное пространство. На высоких ощущается небольшой такой акцент, что порождает интересные такие шлейфы у затуханий. Ну и по графику вы сами видели, насколько велика здесь протяженность этих частот. То есть нам хорошо так подсвечивают середину со всем составляющим ее и утонченную часть верхних частот. Причем последние настолько аккуратно, что никаких усилений свистящих, излишней резкости или песка тут и близко нет. Только естественно угасающие струнные и перкуссионные инструменты. По стилистике из ограничений могу придумать только жанры, где нужны явно качающие низкие частоты. Последние здесь хотя и превосходно прорисованы, но не акцентированы по амплитуде. А так слушал в них джаз, металл, оркестровую музыку, поп, соул, блюз. И все мне не просто понравилось от всего, я буквально хотел пуститься в пляс и подпевать. Реально очень здорово. Это вот полноразмерные наушники 2021 года, а не то всякое, что уже десятилетиями делают одно и то же, словно технологии совсем уже остановились. По мощности сюда тоже чего-то особенное не требуется. Модель заведется даже от среднего свистка со смартфоном. Единственное, чем выше мощность, тем лучше отработка. Это надо помнить. Еще хочется отметить, что музыка в героях обзора играет как бы вокруг нас. Некоторые инструменты звучат даже позади меня. То есть мы не стоим перед сценой, а практически вовлечены во все происходящее на ней действо. Кто-то отметит это как недостаток. Мне же подобный эффект, хотя и не был в новинку, но в конкретно данном случае пришелся очень по вкусу. Больше недели просто сидел, переключал музыку, отмечая, что мне в них нравится абсолютно вся моя медиатека. Для игр такие наушники тоже будут как никогда кстати. Позиционирование в них выше всяких похвал. Для фильмов, возможно, придется поднять эквалайзером низа, дабы всякие взрывы и другие спецэффекты были наиболее реалистичны. Причем все это, как вы понимаете, скорее вот особенности модели. Лучше же всего она предназначена именно для прослушивания музыки в такой тихой, спокойной обстановке с какого-нибудь достаточно взрослого источника, имеющего хорошую передачу глубины и объема. С телефона, уверен, они тоже покажут класс, но то скорее компромисс, поскольку сильно скажется низкая выходная мощность. Я в большей своей части использовал для тестирования свой аудиоплеер Shanlink M621 и связку из ЦАПа SMSL DO200 и усилителя HO200. Хотя уверен, что превосходно бы сыгрались они с Topping E50 с L50. Итогом, полноразмерные открытые наушники Триповин H1 выглядят, на мой взгляд, очень здорово. В комплект с ними имеем довольно вместительный чехол и добротный сменный кабель. Его, конечно, лучше заменить на что-то еще более существенное, но то уже по желанию. Пользоваться наушниками удобно, все подвижные элементы сделаны из металла, отличный прижим к голове, уши не потеют, по мне так тут одни только плюсы. Да, конструкция открытая, того окружающие звуки будут слышны вам, а ваша музыка находящимся рядом людям и микрофоном. Но такова эта самая открытая конструкция, тут просто ничего не поделаешь. По звуку уже я испытал, просто массу положительных эмоций. Чистое, практически прозрачное, естественное звучание с просто превосходной передачей всего частотного диапазона. Каждый тембр проработан буквально до мельчайших подробностей, как и сцена, позволяющая отслушать практически любой инструмент из играющего в наушниках оркестра. При этом мы позиционируемся в центре всего этого
буйства. По выразительности и передаче эмоциональной составляющей трека модель просто огонь. Ну и чуть-чуть нам подсветили верхнюю часть высоких частот, тем самым создав приятные такие почти бархатные шлейфы. Вот действительно интересная и очень солидная по уровню звучания, за которое не жалко отдать свои $180. Наушники, в которых реально хочется наслаждаться музыкой, и делать это можно часами напролет. Просто потрясающая модель. Надеюсь, они сделают еще и закрытую версию на тех же самых драйверах. Вот это будет вообще просто бомба. А на этом у меня все. Это были открытые полноразмерные наушники TriPavin H1. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.